Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So this morning we're reading from chapter 22 of the 9th canto, titled The Descendants of Ajamida. Сегодня утром мы читаем 9-ю песню, глава 22, которая называется «Потомки Аджамидхи». Reading from texts 33 to 49. Мы читаем тексты с 33 по 49. And in this chapter, a lot of the verses have no purports. В этой главе очень много текстов не имеют комментариев, Because there are a list of names. поскольку здесь просто перечислены имена. So this entire texts from 33 to 49 have no purports. И вот все эти тексты с 33 по 49 нет комментариев. And this is the first time that I'm giving a Bhagavatam class where there is no purport. И это первый раз, когда я даю класс Бхагаватам, когда нет ни одного комментария. So let's start. You can start with reading the texts, and then I'll start explaining. You can read till 39. И вот я начинаю читать тексты с 33 до конца, а потом прабху будет объяснять. Так, текст 33. «Любезный царь Парикшит, у Субхадры и Арджуны родился Абхиманью, твой отец. В бою перед ним не мог устоять ни один Атирадха, тот, кто способен сражаться одновременно с 1000 воинов, сражающихся на колесницах. У Абхиманью и Утары родился ты». Текст 34. «В сражении на Курукшетре полегли почти все Кауравы, и ты тоже чуть не погиб от Брахмастры, выпущенной сыном Дроначарьи. Но Кришна, Верховная Личность Бога, милостиво спас тебя от смерти». Текст 35. «Дорогой царь, 4 твоих сыновей, Джанамиджая, Шрутасена, Пхимасена и Уграсена, наделены необыкновенным могуществом». Текст 36. «Узнав о том, что ты умер от укуса змея Такшаки, твой сын Джанамиджая, охваченным гневом, совершит жертвоприношение, задавший целью убить всех змей на свете». Текст 37. «Покорив весь мир и назначив своим жрецом Туру, сына Калакши, Джанамиджая, совершит Ашвамедха-ягию, за что его назовут Турага Медхашат». Текст 38. «Сын Джанамиджая, Шатаника, под руководством Агьявалки, изучит 3 веды и овладеет искусством проведения ритуалов. У Крипачари он обучится военному искусству, а от мудреца Шаунаки получит духовное знание». Текст 39. «У сына Шатанаки, Сахасраники, родится сын по имени Ашвамедхаджа. Сына Ашвамедхаджи будут звать Асами Кришной, а его сына Нимичакрай». Текст 40. «Когда город Хастинапур, Дели, затопят воды, Нимичакра переселится в место под названием Каушумби. Его сын прославится под именем Читраратна, а сына Читраратхи назовут Шучаратхой. У Шучаратхи родится сын по имени Вриштиман. Сын Вриштимана, Сушена, станет правителем всего мира. У Сушены родится сын по имени Сунитха. Его сына назовут Нричакру, а сына Нричакру будут звать Сукшиналой». Текст 42. «Сына Сукшиналы назовут Париплавой, а его сына Сунеи. У Сунеи родится сын по имени Медави. У Медави Нрипанджая, у Нрипаджая Дурва, а у Дурвы Тими». Текст 43. «У Тими родится Брихадрадха, у Брихадрадхи Судеса, а у Судесы Шатаника. У Шатаники Дурдаманы родится сын по имени Махинара». Тексты 44 по 45.
Сына Нахинары назовут Дантапани, у его сына Ними родится Кшамака. Я рассказал тебе о династии Бога Луны, которая дала миру многих браманов и кшатриев. Ей поклоняются полубоги и великие святые. В эту Кали-югу царь Кшамака будет последним монархом. Теперь услышь от меня, что ждет династию Магдхи. Тексты 46-48. У Сахадевы, сына Джарасандхи, родится сын по имени Марджари. У Марджари родится Шуташрава, у Шуташарвы, Ютаю, у Ютаю, Нирамитра. Сына Нирамитры будут звать Сунакшатрой. Сына Сунакшатры будут звать Брихатсеной, а сына Брихатсены – Кармаджитом. У сына Кармаджиты, Сутанджаи, родится Випра, чем сыном будет Шучи. У Шучи родится Кшена, у Кшены родится Суврата, а у Сувраты – Турмасутра. У Турмасутры родится Сама, а у Самы – Дюмацена. У Дюмацена – Сумати, а у Сумати – Субала. Text 39 has a small purport. Okay, we'll read the text 39. Okay. Теперь текст So text 49, 49. sorry. Text 49 has a small purport. Okay. Small means 2 lines, just a summary. В тексте 49 небольшой комментарий, всего одно предложение. Sunitaha satyajid ata Vishvajid yat rupunjayaha Barhadrathascha bhupala Bhavyaha sahasravatsaram Sunitaha satyajid ata Vishvajid yat ripunjayaha Bharhadratascha bhupala Bhavyaha sahasravatsaram Sunitaha satyajid atha Vishvajid yat ripunjayaha Bharhadratascha bhupala Bhavyaha sahasravatsaram Sunitaha satyajid atha Vishvajid yat ripunjayaha Bharhadratascha bhupala Bhavyaha sahasravatsaram. Перевод стиха. У Субалы родится Сунитха, а у Сунитхи – Сатьяджит. У Сатьяджита – Вишварджит, а у Вишварджита – Рупунджая. Все они принадлежат к роду Брихадратхи, который будет править миром в течение 1000 лет. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Этот стих завершает рассказ о династии царей, ведущей начало от Джарасандхи, династии, которая правила землей в течение 1000 лет. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shlakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakatha Dhamadaya Nagaragramatharine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Gopi Paranadana Dase Tinamine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sandubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripa tamaham bande Shri Gurudinatarinam yatkripa tamaham bande Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Katanchana smrite yasmin dushkaram sukaram bhavet
Vrismrite vipritam syat Shri Chaitanyam namamitam. So, in this chapter, we saw a very long list of names. Итак, в этой главе мы видим очень длинный список имен. So, we may wonder, why such a long list of names? И мы можем задуматься, зачем вообще дается такой длинный список имен. So, the Bhagavatam very clearly and very elaborately identifies the whole family identity of great personalities. В Бхагаватам перечислен очень четко и подробно весь список и отождествление имен великих личностей. And it is not like the ordinary identities of families. И это не просто какое-то описание обычных семей. You can see as we've gone through this chapter, there are very great personalities mentioned in this family lineage. И когда мы читаем эту главу, мы можем заметить, что имена очень великих личностей перечисляются в этой династии. At least let me say great personalities that we know about. Это только те личности, о которых мы знаем. The Pandavas. Например, пандавы. So like that, the Parikshit Maharaj, Janamejaya, the whole thing is mentioned very detailed in a very detailed manner. Парикшит Махарадж, Джанамеджая, то есть все вещи описаны очень детально. So one thing is that let's take from our common experience. Давайте посмотрим с нашего личного опыта. People say that the Vedas are mythology, or the Puranas or mythology. Люди часто говорят, что Веды и Пураны — это просто мифология. If it were to be a mythology, it will not take so much trouble to detail this entire list of family members. Если это была бы мифология, зачем утруждаться и перечислять все имена вот этой династии? Practically a whole chapter. Фактически вся глава, And then you will посмотрите. see the next chapter is dynasties of the son of Yayat, sons of Yayati. А потом следующая глава — династия сына Яяти. So these are not just some mythology, these are histories. И мы должны понять, что это не просто мифология, это история. And it's not possible to just write something with so much detail unless it's historical. И невозможно просто что-то выдумать и написать в таких деталях, за исключением, если это не является историей. In fact, by very definition, story writers don't go into this kind of detail. То есть любая история, она не описывается в таких деталях. Because in a story, if you have hundreds and thousands of names, the writer will be very unpopular. Поскольку если бы кто-то, просто какой-то писатель писал какую-либо историю, то, перечисляя такое количество имен, он бы просто устал и не смог это сделать. Because people may get confused. What is this? So many names in this storybook. И люди стали бы запутываться, зачем такое количество имен в какой-то просто истории. They may even get bored. What is this? What kind of a book is this? Они бы просто даже устали, им стало бы скучно, что это за книга. So here, the purpose of the Bhagavatam И вот предназначение Бхагаватам is to show the whole context of Vedic civilization. для того, чтобы показать нам весь подтекст ведической цивилизации. Of course, sometimes they say there's no chronology in the Bhagavad, chronology in the scriptures. Иногда, конечно, говорят, что в Писаниях нет хронологии. It's not entirely true. Это не совсем так. Because here you can see there's a whole chronology. Поскольку здесь мы сталкиваемся, все, что здесь есть, это хронология. What it means is that the Vedic scriptures focuses on what we need to learn. Идея в том, что ведические писания фокусируются на том, что мы должны выучить. At the same time, chronology is not missing. Like you can see here, very clear chronology. И в то же самое время хронология, она не теряется, как мы здесь видим, что здесь очень четко описано все хронологически. So now we may think, we read this whole section of the Bhagavatam. И теперь мы можем задуматься, когда мы прочитали всю эту главу Бхагаватам, What are we supposed to make out of it? что мы должны узнать из этого? A lot of things. На самом деле очень много. We may think, okay, these happened so many thousands of years ago. Мы можем Of задуматься. course, Parikshit Maharaj is not thousands of years ago, but generally there is so much of history in the Bhagavatam. I think okay, many of them are many thousands of years ago. This is at least 5,000 years ago. So what has that got to do with 21st century today? То есть мы можем задуматься, вот, например, Махарадж Парикшит несколько тысяч лет назад, а некоторые истории десятки тысяч лет назад, и как это можно связать с тем, что происходит сейчас в нашем веке?
more specifically, what have we got to do with it? Основное, что мы должны вообще с этим делать? The first thing that we need to understand, Первое, что мы должны понять, we are not disconnected from this на самом деле мы не отлучены от этого. because, yes, we would have normally been disconnected, yes. Конечно, мы можем сказать, что мы с этим не связаны, But what Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has done, но то, что сделал Господь Чайтанья Махапрабху, he has connected us to this Он связал нас с этим, whole tradition. со всей этой традицией. So when we read about this family tradition here, И когда мы начинаем читать об этих традициях семей, we are reading about our family tradition. на самом деле мы читаем о традиции нашей собственной семьи. We may not have that family tradition by what do you call it? By hereditary family tradition, Возможно, это не наша семейная традиция, которая в нашей генеалогии, but we are related as a spiritual family. но мы связаны с ней как с духовной семьей. So when we say we, the members of the International Society for Krishna Consciousness, И когда мы говорим, что мы являемся членами Международного общества сознания Кришны, we have to be conscious of a few facts. мы должны понимать некоторые вещи. Prabhupada says there's a specific name for our family. То есть Шрила Прабхупада дал конкретное имя, он назвал нашу семью. It's called the Saraswata family, Prabhupada says, Он сказал, что наша семья называется Сарасвата. which means followers of Bhaktisiddhanta Saraswati. Это значит, мы являемся последователями Бхактисиддханта Сарасвати Такура. And in Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's family, why do we call ourselves Saraswata? И в семье Бхактисиддханта Сарасвати вообще, почему нас называют Сарасвата? We preach Krishna consciousness Мы проповедуем сознание Кришны, and we defeat all kinds of opposing things to Krishna consciousness. и мы побеждаем все вещи, которые становятся оппонентами к сознанию Кришны. Now, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in a famous Vyasapuja lecture, Бхактисиддханта Сарасвати Такур в очень известной лекции на Вьясапуджу, he said, you may be thinking, what kind of a brute means some kind of an animal, sitting on this Vyasasana, вы можете задуматься, что вообще за животное сидит на этой висасане. with people singing glories and praises and all those things, and I'm just sitting here and just accepting all of this. What kind of a person is this? Что люди прославляют меня, предлагают разные подношения, и я просто сижу здесь и все это принимаю. Что вообще я за личность? But he said, but I'm doing this because I know that even one particle of dust from the lotus feet of any of the previous acharyas can deliver the entire universe. Но я делаю это, потому что я понимаю, что даже одна песчинка со 100 предыдущих ачарьев может освободить всю Вселенную. And it is by their order that I'm sitting here. И именно по их указанию я сижу здесь. So in that one sentence, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave us a glimpse И всего лишь в одном предложении Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дал нам понимание. who are we? Кто мы? We are fortunate to be in a tradition of such great personalities Мы очень удачливы, что мы оказались в традиции этих великих личностей. that even one particle of dust from the lotus feet of any of the previous acharyas, one particle of dust can deliver the entire universe. Что даже одна песчинка со 100 предыдущих ачарьев, всего лишь одна песчинка может освободить всю Вселенную. So we should be conscious. This is the family line that we come from. И мы должны быть в сознании, мы должны понимать, что это наша семья, из которой мы пришли. The spiritual family line. Духовная семья. So, and Prabhupada once said, Однажды Шрила Прабхупада сказал, because usually, let's say hereditary, okay, let's say it's a hereditary family. You need to have certain good credits to be born in such a family. то есть для того, чтобы просто рассмотрим генеалогию, для того, чтобы родиться в какой-то семье, у вас должна быть запас благочестия. But here in this spiritual family, Но здесь, в этой духовной семье, it's not a hereditary family, it's a spiritual family. это духовная семья, не генеалогическая семья. What credit do we have? Вообще, какие у нас заслуги? So Prabhupada said, you have no credits. I have given you that fortune. И Шрила Прабхупада сказал, у вас нет никаких заслуг, я дал вам эту удачу. So our connection is, И какова наша связь? by the mercy of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, По милости, во божественной милости Шрилы Прабхупады, we are directly connected to this family that we are reading here. мы связаны с этой семьей, о которой мы сейчас читаем. And Bhaktivinoda Thakur says, И Бхактивинода Такур говорит, among all the places in the universe, из всех мест в этой вселенной, Jambudvipa is most important. Джамбудвипа самое важное.
And among all places in Jambudvipa, Bharatavarsha is important. И из всех мест в Джамбудвипе Бхаратаварша самое важное. In all places in Bharatavarsha, Gaudadesha is most important. А из всех мест наиболее важно это Гаурадеша. And in all places in Gaudadesha, Mayapur is the most important. А из самых важных мест Гаурадеши самое важное место это Майяпур. So if you look at it, what is actually happening right now at 8:35 a.m. on the 13th of April 2019? И давайте посмотрим, что конкретно происходит. 8 часов утра, 33 минуты, 12 апреля 2019 года. We are now, right now sitting in the most important place in the universe, Сейчас, в этот момент, мы сидим в самом важном месте Вселенной, discussing the Bhagavatam, обсуждаем Бхагаватам. which is considered the greatest among all Vedic literatures. Бхагаватам считается наивеличайшим произведением из всей ведической So литературы. where did that fortune come from? И откуда вообще эта удача пришла? We have no credits due to which we have earned this. У нас нет никаких заслуг. It is simply because of the costless mercy of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and His followers. Это просто по великой милости, его божественной милости Шрилы Прабхупады и его последователей. So whenever we read about the Bhagavatam, И когда бы мы ни читали о Бхагаватам, this is the first thing that we have to remember. это первое, что нам должно приходить на ум. We are not disconnected from this. Мы не отлучены от этого. This is our family. Это наша семья. And we have been linked to this family И мы связаны с этой семьей. by the mercy of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. По милости его божественной милости Шрилы Прабхупады. So now, when we are part of this family, И сейчас, когда мы являемся частью этой семьи, what is our family business? каково занятие наше? Like once Prabhupada was in Bombay, Однажды Шрила Прабхупада, когда он был в Бомбее, and Prabhupada had a disciple, Manmohan. и один из учеников Шрилы Прабхупады, которого звали Манмохан, So he told Prabhupada, you are, Manmohan was a businessman. Манмохан, он был бизнесменом. He told Prabhupada that you are a great businessman actually. И он сказал Шриле Прабхупаде, вы на самом деле являетесь великим бизнесменом. You went to America with a few dollars in your hand. Вы отправились в Америку, у вас было всего лишь несколько долларов в руках. Now you are spread around the whole world. И вы распространили это движение по всему миру. Prabhupada caught it. Prabhupada caught the spirit of what he was saying. И Шрила Прабхупада понял, о чем он конкретно говорит. So, and Prabhupada said, yes, you're right. И Шрила Прабхупада ответил, да, ты прав. So he said, why don't you join my business? Почему бы ты не присоединился к моему бизнесу? So we have our family business. И вот у нас есть семейный бизнес. And Vaisheshika Prabhu has written a book called Our Family Business. Вайшешика Прабху написал целую книгу, которая называется «Наш семейный бизнес». And what is our family business? И какой же у нас семейный бизнес? To distribute Prabhupada's books. Мы должны распространять книги Шрилы Прабхупады. Of course, when it says our family business distribute, it means to preach basically. Конечно, когда мы говорим «семейный бизнес», имеется понимание, что мы должны проповедовать. And the best means to preach И лучший способ проповеди is to distribute Prabhupada's books. через распространение книг Шрилы Прабхупады. It is one thing to be linked to this family, Это то, как мы можем связаться с этой семьей. but you have to be alive also. Но мы также должны быть живы. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would say that only a person who's alive can preach. Бхактисиданта Сарасвати говорил, что только живой человек может A проповедовать. dead man cannot preach. Мертвый человек не может проповедовать. So we should not only realize our fortune of being linked to this great family, Мы не только должны реализовать то, насколько мы удачливы, что мы связаны с этой семьей. but we have to also ensure that we remain alive. Мы также должны быть уверены, что мы остаемся живы. And if we do not preach, we cannot remain alive. И если мы не будем проповедовать, мы не сможем остаться в живых. So the test of our spiritual health Поэтому как мы можем проверить, насколько мы духовно здоровы? is how much desire do we have to preach. Насколько у нас есть желание проповедовать? That is a natural effect Это естественный результат. of trying to follow Когда мы пытаемся следовать Bhaktisiddhanta Saraswati and Prabhupada. Шрила Бхактисиданта Сарасвати и Шриле Прабхупаде. Now, when we say Gaudiya Vaishnavas, Когда мы вообще говорим Гаудия Вайшнавы, we are not the only Gaudiya Vaishnavas. на самом деле мы не единственные Гаудия Вайшнавы. There are other Gaudiya Vaishnavas Также есть и другие Гаудия Вайшнавы, who say которые говорят, that preaching is an inferior activity. на самом деле проповедь – это второстепенная деятельность. The real thing is Raganuga Bhakti. На самом деле, что является истинным – это Рагануга Бхакти. And so they diminish the value of preaching. И на самом деле они недооценивают силу проповеди, ценность проповеди. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Но Бхактисиданта Сарасвати Такур, he established it он установил
that preaching is not an ordinary activity. что проповедь — это необычная деятельность. And Prabhupada also explained in his lectures И Шрила Прабхупада также объяснял это в своих лекциях. about the importance of preaching in the Krishna consciousness movement. О важности проповеди в движении сознания Кришны. Yes, a few days ago I was giving the English class. Несколько дней назад я давал класс на английском. So there it is explained, I explained there, that Prabhupada, when he speaks about the Sadgoswami Ashtakam, Там я объяснял, когда Шрила Прабхупада рассказывал о Шадгосвами Аштакам. he refers to the state of consciousness of the 6 Goswamis. Он объяснял уровень сознания 6 Госвами. Gopi Bhava Rasamritabdi Lahari. Гопи Бава Расамрита. They are constantly thinking of, they are constantly in the mood of the gopis. Они постоянно находились в умонастроении гопи. And then what? И что? There is it that's all? Okay, they're just thinking of Gopi Bhava and just that's it? И что, они просто находились в умонастроении гопи Бавы, и это все? No, it says Tyaktva Tunam Ashesha Mandalapati Shrenim Sada Tuchava, which means that they have given up all worldly association of great people, so-called aristocratic people in this world. Нет, они также перестали оценивать и оставили любое общение с так называемыми великими людьми этого материального мира. For what? Ради чего? Bhutva Dina Ganesha Kau Karunaya, out of their compassion for the Ganesha Kau. Ganesha Kau means the common people. Ради сострадания к обычным людям. So these are our leaders, the 6 Goswamis. И это наши лидеры, 6 Госвами. So they are absorbed in Gopi Bhava Rasamritabdi Lahari. Они были погружены в это настроение гопи Бавы. Yet, И в то же самое время, what are they doing? They're preaching. что они делали? Они проповедовали. Why? Because of that compassion. Почему они это делали? Они делали это из сострадания. So preaching is not an ordinary activity. Поэтому проповедь — это не какая-то обычная деятельность. Sometimes people say Lord Chaitanya came for 2 purposes. Иногда люди говорят, что Господь Чайтанья явился по 2 причинам. One is to understand the mood of Radharani for Krishna. Одно из них — это понять умонастроение Шримати Радхарани и ее чувства к Кришне. The other is to preach. А вторая причина — это проповедовать. And to understand the mood of Radharani is internal. И понимание умонастроения Радхарани — это внутренняя причина, And to preach is external. и проповедовать — это внешняя причина. Therefore, the internal is more important than the external. И поэтому внутренняя, она более важна, чем внешняя. But this is a false understanding. Но на самом деле это неправильное Because for the понимание. Lord, there is no difference between internal and external. Потому что для самого Господа нет различия между внутренним и внешним. And this is also true. We can actually understand this. И это действительно истина, мы можем понять это. Because when we say, what does Radharani think for Krishna? Потому что когда мы начинаем задумываться, что же Радхарани думает о Кришне? And Radharani means Radharani and her group of friends. И что значит Радхарани? И не только Радхарани, но все ее друзья. And when they sing the Gopi Gita, И когда они воспевают Гопи Гиту, so there is a verse in the Gopi Gita. там есть целый стих. Tavakatamritam tapta jivanam kavibiriditam kalmasapaham shravanamangalam shrimadatatam bhuvigrinantiye bhurida jana. This is what the gopis sing. It is one of the verses, very famous verses, Tavakatamritam. И вот это очень известный стих Тавакатхамритам, который поют Гопи. So, when they sing that song, this particular verse, И когда они поют этот стих, it means that the gopis are thinking there can be nobody more merciful than those who propagate Krishna Katha. и в чем они поют? Они поют о том, что нет никого более милостивого, чем того, кто проповедует Кришна-катху. This is Gopi Bhava. Это Гопи Бава. The gopis are thinking there can be nobody more magnanimous than those who distribute, more merciful than those who distribute the glories of Krishna. И о чем Гопи думают? О том, что нет никого более великого, чем тот, кто проповедует сознание Кришны. Therefore, when Lord Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to set the example of a proper sannyasi. И именно поэтому, когда Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать пример идеального саньяси, So he refused to meet Maharaj Prataparudra. он отказался от встречи с Махараджем Пратапарудрой. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu's personal associates begged Lord Chaitanya Mahaprabhu. Даже личные близкие спутники Шри Чайтанья Махапрабху молили его об этом. But he refused to meet Maharaj Prataparudra. Но он отказался от встречи с Махараджей Пратапарудрой. On the day of the Rath Yatra, И вот в день Радхаятры
Maharaj Prataparudra as the king swept the road in front of the chariot of Lord Jagannath. Махарадж Пратапарудра, который являлся царем, он подметал дорогу перед колесницей Джаганатхи. And Sri Chaitanya Mahaprabhu noted that. И Шри Чайтанья Махапрабху заметил это. So later when the carts were moving, И позднее, когда колесницы двинулись, at a place called Balagandi, the cart stopped. и в том месте, которое называется Балаганди, там, где останавливаются колесницы, And Lord Chaitanya Mahaprabhu was taking rest. в том месте Шри Чайтанья Махапрабху отдыхал. He was in a trance-like state. Он был в состоянии транса. So the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, И вот последователи Шри Чайтанья Махапрабху, they told Maharaj Prataparudra, они сказали Махараджа Пратапарудре: here is your chance, please come and massage the Lord's lotus feet. сейчас есть возможность, пожалуйста, отправляйся и массажируй стопы Господа Чайтанья. And Maharaj Prataparudra was dressed like a Vaishnava, not the king's dress. И Махарадж Пратапарудра был одет в одежды вайшнавов, не в одежды царя. Even when he swept the chariot, he was dressed like a Vaishnava. Даже в тот момент, когда он подметал дорогу перед колесницами, он был одет как вайшнав. So he began to massage the Lord's lotus feet. И он начал массажировать лотосные стопы Господа. And when he came to the verse Tavakatamritam, И когда он дошел до этого стиха Тавакатамритам, after he recited that verse, после того, как он пропел этот стих, the same Chaitanya Mahaprabhu, тот же самый Шри Чайтанья Махапрабху, who had refused to meet him, который отказывался от того, чтобы встретиться с ним, when he heard that verse, когда он услышал этот стих, Lord Chaitanya Mahaprabhu suddenly jumped up Господь Шри Чайтанья Махапрабху вскочил and he began to embrace Maharaj Prataparudra. и начал обнимать Махараджа Пратапарудру. And he said, you are Burida. И он сказал: ты Бурида, You are the most magnanimous. ты наиболее великий, You are Burida. ты Буридар. Lord Chaitanya Mahaprabhu started screaming like that and embracing Maharaj Prataparudra. Шри Чайтанья Махапрабху, он вскрикивал и обнимал Махараджа Пратапарудру. So this is Sri Chaitanya Mahaprabhu. И вот это Шри Чайтанья Махапрабху. That even somebody whom he had refused to meet, Даже тот, кого он отказывался встретиться, с кем он отказывался встретиться, he could please him by two things. он мог удовлетворить его всего двумя вещами. One was by his attitude of menial service, Одно — это умонастроение смиренного служения. by sweeping the cart in front of Lord Jagannath. Подметая- Sweeping the road in front of the Jagannath's cart. Подметая дорогу перед колесницей Господа Джаганатхи. The other was by singing this verse. И другое, воспевая эти стихи. Of course, he sang the whole Gopi Gita, but this particular verse moved Chaitanya Mahaprabhu. Конечно, он пропел всю Гопи Гиту, но именно этот стих он тронул Господа Чайтанья Махапрабху. So this is Sri Chaitanya Manobishtam. И вот это Шри Чайтанья Манобиштам. We sing Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam. So Rupa Goswami understood this is Sri Chaitanya Mahaprabhu's mood. И вот это было понимание Рупа Госвами. Он говорил, что вот это умонастроение Шри Чайтанья Махапрабху. He is not only experiencing the happiness of the gopis separate, he is not even trying to experience what the gopis feel for Krishna. Он не только пытается почувствовать, что гопи чувствуют по отношению к Кришне. He is also trying to spread that. Он также пытается распространить это. So this is our Krishna consciousness movement. И вот это и есть наше движение сознания Кришны. And before the time of Bhaktivinoda Thakur, И до явления Бхактивинода Такура Sri Chaitanya Manobishtam was kind of lost. вот это умонастроение было потеряно. They only thought that, okay, even now it goes on. They only thought that, okay, Chaitanya Mahaprabhu, the real thing is Raganuga Bhakti. До сих пор этому, до нынешний день это продолжается, что Шри Чайтанья Махапрабху — это только Рагануга Бхакти. They forgot about the preaching aspect. Они забыли об аспекте проповеди. So Bhaktivinoda Thakur established И Бхактивинода Такур установил, that the Chaitanya Charitamrita of Krishnadas Kaviraj Goswami, что Чайтанья Чаритамрита Кришнадас Кавираджа Госвами that is our defining text of Gaudiya Vaishnavism. — это основной текст Гаудия Вайшнавов. Not the six Sandarbhas. Не Not the six Sandarbhas, six Sandarbhas. не 6 сандарбх. Because the Radhakund Babajis, they think the Sat Sandarbhas are the defining scripture of the Gaudiya Vaishnavas. Потому что бабаджи, которые живут на Радакунзе, они думают, что основой является эти 6 сандарбх. But Bhaktivinoda Thakur was the one who clarified for us. No, it is the Chaitanya Charitamrita which is the defining text of the Gaudiya Vaishnavas. Но Бхактивинода Такур утвердил, что на самом деле основной литературой Гаудия Вайшнавов является Шри Чайтанья Чаритамрита. So if we have to understand Sri Chaitanya Manobishtam, Если мы хотим понять вот это умонастроение, Sri Chaitanya Manobishtam means the inner desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. то Шри Чайтанья Манобиштам — это внутреннее желание Господа Чайтанья Махапрабху. So we have to read the Chaitanya Charitamrita. Мы должны для этого читать Чайтанья Чаритамриту.
So Prabhupada said there are three types of people. Прабхупада говорит, что существует три типа людей. Those who are fortunate, Те, кто удачливы, unfortunate, неудачливые люди most unfortunate. и наиболее неудачливые люди. Those who have not received the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu yet Те, которые не получили еще милости Шри Чайтаньи Махапрабху, are unfortunate. они неудачливы. Those who have received the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu А те, кто получили милость Шри Чайтаньи Махапрабху, are fortunate. они удачливые люди. Those who have received the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu Те, которые получили милость Шри Чайтаньи Махапрабху, but do not realize its value но не поняли ценности этого, are most unfortunate. это самые неудачливые люди. So there is one incident during Prabhupada's time that where one of his disciples, Произошел один случай во времена Шрилы Прабхупады, что один из его учеников, he was a Sanskrit scholar. он был ученым санскрита. So he came to Prabhupada and said, Он пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: thank you for introducing me to Krishna. Something he said. He said, you have introduced me to Krishna consciousness. Он сказал: спасибо, что вы представили меня в сознание Кришны. But now I want to go to Radha Kund Но сейчас я хочу отправиться на Радакунду and learn more about Krishna consciousness. и узнать больше про сознание Кришны. And Prabhupada immediately knew И Шрила Прабхупада сразу же знал, what the problem was. какова проблема этого ученика. In Radha Kund, На Радакунде he had met some opponents of Bhaktisiddhanta Saraswati. он встретил оппонентов Бхактисиданта Сарасвати. And he was influenced by those opponents. И на него оказали сильное влияние эти люди. And therefore he wanted to leave Prabhupada and follow those Babajis. Именно поэтому он хотел оставить движение Шрилы Прабхупады и последовать за теми Бабаджи. His name was Nitai Das. Его звали Нитай Дас. And what did Prabhupada do? И что Прабхупад Prabhupada сделал? is very angry Шрила Прабхупада очень разгневался, that here is someone who could dare to differ from Bhaktisiddhanta Saraswati. когда он услышал, что кто-то хочет отклониться от наставления Бхактисиданты. So he immediately sent a telegram to all ISKCON temples. Он отправил телеграммы во все храмы Искона. You can see that. That's there in the Veda base. Вы можете увидеть эту телеграмму, она находится в Ведабейс. He says Nitai has become a poisonous snake. Он сказал, что Нитай стал ядовитой змеей. He should be avoided. Вы должны I избегать think he его. writes he should be avoided at all costs. Anyway, he writes, nobody should associate with him. То есть вы должны избегать его общения в любом случае. Никто не должен с ним общаться. So Prabhupada had that clear understanding У Шрилы Прабхупады было это ясное понимание, that Bhaktisiddhanta Saraswati что Бхактисиданта Сарасвати, has understood the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. именно он понял значение миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. That is the first impression that he also had of Bhaktisiddhanta Saraswati. Это первое впечатление, которое он получил от Бхактисиданта He Сарасвати. told his friend after meeting Bhaktisiddhanta Saraswati, После того, как он встретился с Бхактисиданта Сарасвати, он сказал своим друзьям: Lord Chaitanya's message у Шри Чайтаньи есть послание, is in the hands of an expert person. и это послание находится в руках опытной личности. So this is the meaning of being a follower of Bhaktisiddhanta Saraswati. И это и значит, что это как раз и означает, что значит быть последователем Бхактисиданта Сарасвати. Means to accept him fully, Это значит принять его полностью, not only a part of what he's saying. не только часть того, что он сказал. And for us, Bhaktisiddhanta Saraswati has been presented to us by Srila Prabhupada. И как для нас предстал Бхактисиданта Сарасвати, нам его представил Шрила Прабхупад. So for us, it means that we accept Prabhupada fully. И что это значит для нас? Это значит, что мы должны принять Шрилу Прабхупаду полностью. Because sometimes, especially in the age that we are living today, Потому что иногда, особенно в то время, в которое мы живем сейчас, we live in the age of information technology. мы живем во времена информации и технологии. And we are bombarded with all kinds of information. И на нас постоянно нападает эта информация. If you visit Vrindavan Если вы посетите сейчас during Вриндаван Kartik, во время Картики, especially other times also, but if you especially during Kartik, в любое время, но особенно во времена Картики, you'll find posters in different places. Outside Radha Damodar, outside different important places, Radha Kund, you'll find posters. вы везде увидите эти рекламы. Now the real movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu will spread around the world. There's this thing like poster which says like that. И вот на этой рекламе написано: сейчас истинное движение Бхактисиданта распространяется по всему миру. That is by an opponent of Bhaktisiddhanta Saraswati. Но на самом деле это выставлено объявление оппонентами Бхактисиданта Сарасвати. Just because someone knows a lot of philosophy Просто потому, что кто-то знает много философии, does not mean that they've understood Chaitanya Manobishtam. это не значит, что они понимают читание Манобиштам. Bhaktisiddhanta Saraswati was one of the greatest scholars. Бхактисиданта Сарасвати был одним из величайших They would ученых. call him a walking encyclopedia. Его называли ходячей энциклопедией. So,
is very you cannot find a scholar greater than Bhaktisiddhanta Saraswati. It's very difficult to find somebody greater than him. Вы не можете найти ни одного ученого, который был бы более велик, чем Бхактисиддханта Сарасвати. In fact, in the Gaudiya Vaishnava tradition, if you look at it, Даже рассмотрите всю традицию Гаудия Вайшнавов. Jiva Goswami wrote, Жила Госвами написал, Radha and Krishna are married. что Рада и Кришна, они женаты. Vishwanath Chakravarti Thakur said that Radha and Krishna are not married. А Вишванат Чакранарти Такур говорит, что Рада и Кришна, они не женаты. Even today, that whole thing continues. До сих пор вот эти два мнения продолжаются. But Bhaktisiddhanta Saraswati, Но Бхактисиддханта in Сарасвати the Brahma Samhita, he explains what this means. в Брахма Самхите объясняет, что это значит. He says in the spiritual world, in the Goloka planet, Он говорит, что в духовном мире, на планете Галока, the gopis do not have external husbands, у гопи нет внешних мужей, but their constitutional nature но по своей природе is that they think they're the wives of somebody else. они просто думают, что они являются женами кого-то другого. That external husbands, Но вот эти внешние мужья, they exist only in Gokula. эти внешние мужья, они существуют только в Гакуле. And he writes that is to bewilder the people who are materialistically minded. И это как раз то, что запутывает людей, у которых материалистическое настроение. So like this, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur И вот таким образом Бхактисиддханта Сарасвати Такур could reconcile all the different elements of the Gaudiya Vaishnava philosophy. мог объяснить все элементы вайшнавской, Гаудия вайшнавской философии. And by the time that he came into this world, Gaudiya Vaishnavism had deteriorated so much. И до того, как он явился, Гаудия Вайшнавы очень сильно отклонились. Because traditionally you didn't have all this varnashram system of sannyasis and brahmacharis. No, it's just Babajis, that's it. То есть обычно что это было? Не какая-то варнашрама система или что-то. Они были просто бабаджи. The whole thing had become perverted. И все полностью отклонилось, изменилось. So Bhaktisiddhanta Saraswati re-established the credibility of Gaudiya Vaishnavism. И Бхактисиддханта Сарасвати, он снова восстановил значение Гаудия Вайшнавизма. That it is not some loose, immoral process. Что это не какой-то потерянный, аморальный процесс. So now we have been fortunate И сейчас мы очень удачливы, that we have been firmly linked to this family tradition that we are reading in the Bhagavatam. что мы связаны вот с этой семейной традицией, которая указывается в Бхагаватам. And if we do not follow Prabhupada 100%, И если мы следуем Шриле Прабхупаде на все 100%, then we again risk то мы рискуем, becoming, with time, again we'll become like all this loose morals. что со временем мы станем теми людьми, которые потеряют все принципы морали. Everything will deteriorate with time. Все начнет деградировать со временем. Therefore, we have to very strictly follow whatever Prabhupada has given us. Именно поэтому мы должны очень строго следовать всему, чего бы ни говорил нам Шрила So the Прабхупада. point that I want to make was, we have been very fortunate to be linked to this great family. И что я хочу подчеркнуть, что мы очень удачливы, что мы связаны с этой великой семьей. Now it is our fortune. It is our duty И сейчас это наша обязанность to understand that fortune понять эту удачу and live in realization of that fortune. и жить вот в этом понимании реализации этой удачи. Otherwise, В противном случае we will become most unfortunate. мы станем наиболее неудачливыми. Thank you. Большое спасибо. So if there are any comments or questions? И если какие-то есть комментарии или вопросы? Вы сказали, что Джамбудвипа самое главное во Вселенной. А могли бы пояснить этот момент? You said that Jambudvipa is the most important place in all universe. Can you comment on it? Means it is, that's what Bhaktivinoda Thakur said. I think, see, it is not just in terms of Jambudvipa. If you go down it, in Jambudvipa, ultimately Mayapur is in Jambudvipa, no? In that sense, he's just breaking it down like that. То есть на самом деле Майяпур находится в Джамбудвипе, но Бхактисиддханта Сарасвати, он просто разделяет это. Krishna appeared here. Кришна явился здесь. Krishna appeared in Jambudvipa, not in Mayapur, in Gaudadesha, but he appeared in... So in general, there are various reasons why Jambudvipa is considered, but among the most prominent among all the reasons is that fact that Krishna personally set his footprints in Jambudvipa. То есть существует несколько причин, почему Джамбудвипа является наиболее важным местом, но самое главное из них, что здесь явился Кришна, и отпечатки его лотосных стоп находятся в этом месте. And Shri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Jambudvipa. И также Шри Чайтанья Махапрабху явился на Джамбудвипе. У меня такой вопрос. Вот вы сами сказали, и в принципе мы все понимаем, что сейчас век таких быстрых технологий, да, сейчас люди стали настолько ленивыми, что перестали читать книги.
как вот сейчас в наше время распространять книги Шрилы Прабхупады. И, может быть, есть смысл записывать больше аудио в книги, те же самые озвучивать в аудиоформате, распространять их таким образом, чтобы люди слушали это как-то в дороге или еще как-то, потому что сейчас люди и ленивые, более ленивые стали за счет этих технологий, и как бы нет времени у людей читать книги. Может быть, есть смысл записывать или какие-то другие виды проповеди. You mentioned now we live in a time of technology, and the people are very lazy. They just very lazy to read book. Yes. And maybe it's very important now not just distribute book, but make it audio books, and preach this way or any other way. An audio, just record the books. Okay. Yes. Maybe it's most important thing. Yes. Audiobooks have already started. Да, You're not finished the whole thing. Bhagavad Gita is already available as audiobook. Да, на самом деле вот эти книги в записи уже начали их выпускать. Бхагават-гита уже существует. Yes, it's very important. На самом деле это очень важно. Not only that, Vanipedia, because people have also very little time these days. Не только, помимо этого, еще Ванипедия очень тоже важна, поскольку люди тоже читают через компьютер. So they're making short clips of Prabhupada's lectures. Сейчас они стали делать короткие видео лекции Шрилы Прабхупады. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Его милость Ачинтья Чайтанья Прабху ки джай.